В этом видео вы узнаете, как мониторить рекламу ваших конкурентов, полить их связки и скачивать абсолютно все креативы без водяных знаков с помощью лучшего спай-сервиса для TikTok PP-ADS. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Mason ADS, меня зовут Кирилл, ну а мы начинаем. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы по арбитражу трафика или вы просто хотите находиться в окружении коллег по цеху, тогда подписывайтесь на мой телеграм-чат, ссылочка на который будет в описании. Переходим на сайт PP-ADS и нажимаем зарегистрироваться. Проходим несложную регистрацию, где нам достаточно просто ввести почту и пароль и нажать создать аккаунт. После чего, как правило, ничего не происходит и нам нужно просто перейти на почту и в письме нажать активировать. Все, наш аккаунт успешно активирован и мы с вами попали на наше рабочее пространство. Да, к сожалению, перевода на наши языки тут нет, так как они прекрасно понимают нашу натуру, которая не позволит нам оплачивать по $155 в месяц, поэтому мы продолжаем на английском. В PP-ADS предусмотрен бесплатный бесконечный тариф, который в целом подойдет для каких-то мелких задач, но точно не для наших. Поэтому мы с вами переходим в прайс и берем VIP тариф на 3 дня за $1. Ребят, пока я оплачиваю тариф, хотел бы сказать вам очень важную информацию. Не отменяйте подписку на PP-ADS сразу после оплаты, так как таким образом вы аннулируете свой пробный период. Также обязательно отмените подписку до того момента, как он попытается списать вас $155. Посмотреть, сколько времени у вас осталось пробного периода, можно тут, а как отменить подписку будет показано в конце видео. Также для тех, кто не понял, такую махинацию можно делать неограниченное количество раз, создавая новые аккаунты. Все это можно делать с одной карты и без использования антидетект браузеров. После успешной оплаты мы можем приступить к полноценному мониторингу конкурентов. И первое, что нас встречает, это поиск по ключевому слову, ссылке или описанию. В общем, по всему, что может привести нас к рекламе конкурента. Давайте напишем название продукта, который нас интересует. Представим, что я хочу продавать лампы заката, поэтому пишу название продукта и нажимаю поиск. Как видим, мы получили огромное количество креатива под наш продукт, какие-то из них мусор, а какие-то стоят нашего внимания, поэтому давайте мы с вами их и отфильтруем. В категории выбираем то, что больше всего подходит к нашему товару. Данный товар я планирую продавать в своем Shopify магазине, а значит меня интересует категория электронная коммерция. Мой магазин будет ориентироваться на самые передовые рынки электронной коммерции, такие как США и пускай будет Великобритания. Поэтому в страны и регионы выбираю их. Далее переходим к выбору кнопки. Меня интересуют креативы, которые призывают купить данный продукт прямо сейчас, поэтому выбираю кнопку Shop Now и перехожу к выбору e-com платформы. Если не вы хотите сужать выдачу, то ничего не выбирайте, но так как мой воображаемый магазин сделан на Shopify, я выбираю его. В типе объявления ничего не выбираю, так как хочу посмотреть и брендовую, и не брендовую рекламу. В целевой странице также ничего не выбираю, так как в принципе рекламы без целевой страницы не должно существовать. Переходим к данным. Сейчас я хочу посмотреть самые топовые креативы, на которые сливалось кучу денег. И скорее всего сливались они не просто так, а значит там были хорошие продажи. Выбираю в показах от 1 000 000 показов, в лайках и популярности я ставлю от 50 тысяч. Также я не хочу, чтобы мне показывались креативы, которые были запущены пару дней назад, поэтому выбираю от 30 дней. В лайк рейт ничего не изменяю, так как у меня и так осталось мало креативов для просмотра, но чем выше значение тут выбрать, тем круче, по мнению аудитории TikTok, креативы вам будут показываться. Касаемо периода, я думаю, тут и так все понятно. Выбираем, за какой период мы хотим посмотреть креативы, я ничего не буду выбирать, если вам будет нужно, я уверен, что вы с этим разберетесь. Теперь мы с вами можем отсортировать креативы по разным параметрам. Я выбираю по популярности, также можно выбрать, сколько креатива будет показываться у нас на одной странице. Но так как у меня креатива всего штук 10 осталось, я ничего менять не буду. Также, чтобы каждый раз в будущем не вводить все эти фильтры, их можно сохранить, нажав сюда и дав название. Ну и наконец-то мы с вами перешли к самим креативам. Первичную информацию, которую мы с вами можем видеть, это от чего, так сказать, имени была запущена данная реклама, когда она была замечена спай-сервисами первый и последний раз, на какие страны она была запущена и в какой категории она находится. Ниже мы также видим, на какую аудиторию была запущена реклама, тут может быть написано интересы, возраст и операционная система. Еще ниже мы видим сам креатив и описание к нему, сколько раз была показана реклама, сколько дней она была активна и уровень ее популярности, куда входят все взаимодействия с рекламой, такие как лайки, комментарии, поделиться, и чем выше это значение, тем лучше.
Нажимаем на наш креатив, чтобы увидеть больше информации о нем. Помимо той информации, что мы с вами уже видели ранее, нам добавилась информация о том, сколько средств было потрачено на данную рекламу. Мы видим тут, конечно, какие-то невероятные цифры, но нужно понимать, что все это предположение от самого PP-ADS, и сколько там было потрачено, реально никто не знает. Также мы видим с вами примерное количество заказов и e-com-платформу, на которой этот товар продается. Опускаясь ниже, мы можем перейти по ссылке этого объявления в сам TikTok, прочитать комментарии и общее мнение людей о данном товаре, и перейти на саму страницу автора и ознакомиться со всеми видео и подходами, которые он использует. Возвращаемся назад и переходим по конечной ссылке, которая покажет нам, на какой сайт была запущена данная реклама. После чего мы можем сделать вывод, что если на данном сайте регулярно совершают покупки, значит он нравится покупателям, и при желании мы можем позаимствовать какие-то подходы у нашего конкурента. Снова возвращаемся назад и видим, что PP-ADS также показывает нам продукт, который рекламируется на данном сайте. Перейдя по нему, мы можем увидеть его общую тенденцию, сколько он собрал просмотров и разного рода взаимодействий. Также можем увидеть, от каких еще авторов была запущена реклама на данный продукт, и при желании мы можем нажать на Detail для того, чтобы посмотреть расписание показов объявлений и все заголовки и описания, которые использовались для данной рекламы. Теперь давайте мы с вами посмотрим еще более расширенную аналитику данной рекламы, да и в целом всего сайта. Нажимаем Wave Advertiser, и тут мы с вами видим абсолютно все, что возможно. Все рекламные кампании, креативы, подробную аналитику, все описания, заголовки, трафик на сайт, сколько посетителей было в месяц и их среднее время провождения на сайте, и еще очень много чего другого. Мы также видим топ стран по трафику и откуда, из какого источника он был получен. Я думаю, вы уже поняли, что хоть название данного сервиса и смешное, но его функционал огромен. Разобрать его весь за это видео мы не сможем, поэтому разберем только самое нужное для нас, арбитражников. Давайте теперь скачаем наш креатив. Делается это максимально просто, достаточно просто нажать скачать, и все. Да, вот так вот просто проверяем и видим, что все работает как нужно и никаких водяных знаков. Все это время мы с вами рассматривали вариант с учетом того, что мы уже знали, какой товар мы будем рекламировать. Но что, если мы хотим найти товар, который будем продвигать? Для этого в PP-ADS существует несколько способов. Первое — это нажать поиск продуктов и выбрать категорию, которая нам интересна. Давайте, допустим, посмотрим, какие вообще есть товары на США и Британию в категории свет и освещение. Как видим, нам показано достаточно большое количество разных товаров, которые сейчас рекламируются, и в дополнение к той информации, которую мы уже видели ранее, мы можем увидеть среднюю цену на рынке и сколько рекламных объявлений запущено на данный товар. Для этого просто нажимаем на него и видим подробную информацию о товаре, сколько и какие креативы на него запущены и так далее. Давайте найдем данный товар на AliExpress, чтобы понять, какая его реальная цена. Копируем название и вставляем его в AliExpress, и видим, что реальная цена данного продукта от 1 до 10 долларов, а наши конкуренты продают его по 23 бакса за штуку. Переходим ко второму способу поиска товара для рекламы. Для этого нажимаем рекламодатель и видим тут лучшие продукты. Нажимаем сюда и также само выбираем платформу, которая нам нужна, и страну. После чего мы видим все топовые продукты для данного гео. Также мы с вами можем нажать на новые продукты и посмотреть те товары, которые в данный момент набирают популярность. Сейчас это, естественно, новогодняя тематика, но оно и не удивительно. Тут все работает по тому же принципу. Нашли интересный товар, посмотрели, какие подходы они используют для продвижения, и нашли его в AliExpress или в любом другом месте. Давайте я также покажу, как скачать понравившийся нам креатив с ТикТока. Представим такую ситуацию, что мы листали ленту и нам очень понравился данный креатив. Скачать мы его можем, но только с водяными знаками от автора. Но если мы скопируем сайт, на который была настроена реклама, или заголовок с описанием и вставим его в поиск PP-ADS, то мы получим все креативы, которые были запущены на данный продукт. Находим тут нужный нам креатив и качаем его, как видим, без водяных знаков. Ну и давайте мы с вами напоследок отменим нашу подписку. Делается это очень просто. Переходим на ваш профиль и нажимаем подписки. И просто нажимаем отписаться. Выбираем любую причину и нажимаем сохранить и продолжить. Все, подписка больше не активна и все функции VIP тарифа для нас закрыты. Давайте подведем итоги. PP-ADS — это реально очень крутой и мощный спай-сервис, который позволит вам мониторить и смотреть детальную аналитику ваших конкурентов. Вы также сможете находить новые перспективные товары и скачивать абсолютно все креативы с TikTok без водяных знаков. Да, цена его кусается, но если брать триал за 1 доллар только тогда, когда вам это реально нужно, то цена за такой функционал смешная. Но я хочу, чтобы вы поняли самое главное. Ни один спай-сервис не гарантирует, что если вы повторите все за своими конкурентами, то вы будете зарабатывать
дорабатывать. И даже если вы будете знать связку конкурентов на 100% и решите ее повторить, то скорее всего у вас ничего не получится. Потому что спай сервисы это в первую очередь инструмент для мониторинга конкурентов, но никак не для полного их копирования. Ребят, если вам понравилось данное видео, то я буду очень благодарен, если вы поставите лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой YouTube канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь, желаю вам удачи и хорошего конверта.